Глава 221. На этот раз улыбка Хуачена вовсе не обманывала, напротив, засверкала еще ярче. Советник потрясенно застыл, вскинул руку и, указывая на Хуачена, затраторил: «Ты. Это ты? Тот самый. Ты и есть тот самый». И его палец, и голос неистово дрожали, а Хуачен молча наслаждался зрелищем, тогда как выражение его лица давало понять: верно, я и есть та самая одинокая звезда разрушения во плоти, что чуть не спалила гору Тайцан дотла. Советник развернулся к принцу: «Ваше Высочество, что все это значит?» «Объяснитесь», — Селянь развел руками и виновато улыбнулся. «Ну, то и значит». Советника будто громом поразило. Он несколько десятков раз хлопнул тыльной стороной одной ладони о ладонь другой, пока, наконец, не обрел дар речи. «Видите? Вы видите. Я ведь говорил. Я говорил, что непревзойденный князь демонов — существо чрезвычайно опасное. Он с малых лет увязался за вами и до сих пор следует по пятам. 800 лет. 800 лет. Он 800 лет тайно следил за вами. Ужас, просто кошмар. В точности, как я и предсказал. Довольно, наставник, не будем об этом», — сказал принц, про себя подумав. «Вы еще не видели неисчислимое множество статуй в пещере 10 000 божеств. А если бы увидел, должно быть, Хуачен в его глазах сделался бы ходячей катастрофой, сумасшедшим больным демоном, от которого нужно бежать, зажав Селяня под мышкой». Еще не оправившись от потрясения, советник произнес: «Нет, это слишком страшно, просто». Насколько же сильна его привязанность, насколько он тщательно все продумал. «Ваше Высочество, будьте крайне осторожны, иначе можно легко поплатиться. Опасайтесь, как бы не стать жертвой обмана, Сань Лан меня не обманет». Хуачен тоже спокойно добавил: «Вы излишне беспокойтесь. Я могу обмануть кого угодно, но только не его Высочество». Советник, наклонившись, вновь стал читать ему нотации: «А вы, хитрый молодой человек, не думайте, что я ничего не вижу. Вы ведь просто пользуетесь тем, что его Высочество ничего в этой сфере не смыслит. Скажите-ка прямо сейчас, глядя мне в глаза, как заимствуются магические силы. Сколько существует способов? А какой способ выбрали вы? Что вы наговорили его Высочеству?» Селянь тут же вскрикнул, смеясь: «Ха-ха-ха-ха, ну ладно. Если по-честному, как бы там ни было, главное ведь, что передача магических сил состоялась. Ха-ха-ха, все одно, еще немного, и принц начал бы трепыхаться, как утка, тонущая в кипящей воде». Поэтому Селянь сделался серьезным: «Так что давайте вернемся к делу. Сейчас он всех нас запер в столице бессмертных, но пока не тронул. Чего он добивается, думаю, снова хочет тебя испытать», — предположил Хуачен. «И как же на сей раз, это уж трудно сказать», — присоединился советник. «По правде говоря, он способен испытывать вас как угодно. Не уходите от темы, Ваше Высочество. Выслушайте мое предостережение, не стоит терять голову в страсти или поддаваться обману красивыми речами. На мой взгляд, он, неожиданно Хуачен серьезным тоном перебил: «ГГ, кто-то идет». Советник не унимался: «Даже не думайте меня обмануть, я не столь доверчив, как его Высочество, наставник». Вмешался Селянь. «Он вас не обманывает, там правда кто-то идет, нам нужно спрятаться». Вместе с Хуаченом они мягко оттолкнулись от пола, легко запрыгнули на большую балку под крышей и замерли. Вскоре снаружи послышались сбивчивые шаги, затем кто-то ногой вышиб дверь и самодовольно расхохотался: «Уахахахахаха, да что мне эти ваши небесные чертоги? Я все так же попираю вас всех ногами». Услышав этот голос, все трое потеряли дар речи. Снаружи широким шагом вошел человек в зеленом одеянии, которого они не видели уже очень давно. Цзюнь. Похоже, Цзюнь-У не только запер всех небожителей, но еще и выпустил всю нечисть. И теперь темные твари разгуливали по улицам столицы бессмертных. Вот уж действительно все перевернулось с ног на голову. Неимоверно странно, советник тоже не ожидал увидеть Цзюна, и потому остолбенел. А тот, тыча в него пальцем,
заговорил: «Проклятый советник, чертов старик, все никак не сдохнешь. Ха-ха. Когда-то ты, черт тебя дери, презирал меня, не хотел брать в ученики, а что теперь? Сам себе вырыл яму. Дождался расплаты. Хорошего конца не жди». И по делам, из-за спины Цзэжуна боязливо высунулся Гуцзы. Похоже, мальчик впервые оказался в таком роскошном здании, поэтому вытаращил глаза, озираясь по сторонам, как будто хотел тайком потрогать нефритовую плитку на полу, но не решался. Цзэжун, пышущий самодовольством, обратился к Гуцзы: «Ну что, сынок, видишь? Это и есть небесные чертоги. Теперь это владение твоего папки». Гуцзы поразился: «Правда, отец? Тут так много места, конечно. Не веришь? Посмотри сам. Тьфу, тьфу, тьфу. Я могу здесь плеваться где захочу, и никто мне слова не скажет». Советник Гуцзы задумался, затем все же прошептал: «Отец, плеваться где вздумается не очень хорошо. Здесь так красиво и чисто, а ты сделал грязно». Цзэжун так и прикусил язык. И советник не выдержал: «Только посмотри на себя, чему ты учишь ребенка? Тебе уже столько лет, а как вести себя, не знаешь. Даже малое дитя, и то смышленнее тебя, атакованный с двух сторон». Цзэжун решил скрыть позор за гневом, подскочил и забранился: «Чертов старикашка, чтобы ты понимал. Чего ты строишь из себя наставника? Я запрещаю тебе меня поучать. И еще ты. Как с отцом разговариваешь?» Верх непочтительности Гуцзы, которого он отругал, обиженно замолчал, не решаясь произнести и звука. Цзэжун же, закончив с бранью, все-таки виновато стер ногой свои плевки, притворяясь, что ничего не произошло, и потащил Гуцзы прочь из комнаты, выкрикивая на ходу ругательства. А перед уходом еще и написал на самом видном месте дворца Линвэнь огромными иероглифами: «Первый князь демонов трех миров, лазурный демон Цзэжун был здесь». Когда Цзэжун покинул дворец, из рукава селяня выпал синий неваляшка, который принялся раскачиваться прямо перед исписанной Цзэжуном стеной и наспех стертыми плевками, будто бы ужасно гневаясь. Селянь и Хуачен тоже спрыгнули на пол, и принц подобрал неваляшку, а советник покачал головой: «Сяо Цзин Ван поистине. Поразительно отвратительные манеры, он нисколько не изменился за эти сотни лет». Хуачен, бросив взгляд на фразу на стене, поленился даже изображать презрение, лишь коротко прокомментировал: «Уродство». Советник, наконец, согласился с ним хоть в чем-то. Спрятав руки в рукава, он заключил: «Уродство невообразимое. За эти годы я не видел более ужасного почерка, кроме кое-как написанных дуэлиней у входа в игорный дом призрачного города». Те иероглифы были уродливее в десятки раз. Селянь старательно заулыбался: «Ха-ха-ха-ха, наставник, мне тоже доводилось видеть те дуэлини, о которых вы говорите. И мне они показались довольно неплохими. У мастера собственный стиль, и мне он очень по нраву». Советник удивился: «Ваше высочество, как вы можете такое говорить? Ведь вас каллиграфии обучали известнейшие мастера, неужели вы не отличаете уродство от красоты? Те дуэлини по уродству на первом месте в трех мирах, и лучший наставник не спасет почерк такого ученика, что вам могло в них понравиться. У вас никак испортился вкус, ха-ха-ха-ха-ха». Наставник не стоит продолжать этот разговор. Неожиданно Хуачен вмешался снова: «ГГ, Цзюнь перемещается в сторону дворца Синьлэ, возможно, собирается встретиться с тобой». Советник испуганно воскликнул: «Что? Ваше высочество, вы должны как можно быстрее вернуться. Собиратель цветов под кровавым дождем, а вы прячетесь, ни в коем случае не дайте ему понять, что вы уже связались друг с другом. Мои друзья, те горные чудища, пытаются выбраться из горы Тунлу, где он их запечатал, и чтобы вы не задумали, лучше всего начать действовать, когда они освободятся, так у нас появится больше шансов. Нельзя приступать к делу, не обдумав все как следует». Разумеется, Селянь это понимал. Попрощавшись с советником, они выбежали из дворца Линвэнь и буквально полетели к дворцу Синьлэ, избегая встреч с охраной и нечистью. Но когда им до цели оставалось еще 4 улицы, Хуачен произнес: «ГГ, ему осталось перейти одну улицу, и он окажется у твоего дворца.
Селянь взволнованно коснулся рукой серебристой бабочки-разведчицы, и перед глазами мелькнула картинка. Так и есть, Цзюнь-У, заложив руки за спину, в одиночестве передвигается по столице бессмертных, и до главных ворот дворца Синьлэ ему остается меньше сотни шагов. Что же им делать? Теперь они либо опоздают, либо попадутся прямо ему на глаза. Не стоит также забывать, что охрана у ворот дворца все еще находится под действием оцепенения, насланного Хуаченом, и вдруг за спиной Цзюнь-У открылись ворота ближайшего дворца, из которых кто-то позвал: «Владыка». Цзюнь-У остановился и обернулся. Повелительница дождя. Что-то случилось, и его задержала Юй Шихуан. Вероятно, по велению Цзюнь-У всякий сброд не приближался к резиденции повелителя дождя, поэтому, кроме охранников, здесь не было видно темных тварей. «Владыка», — крайне вежливо повторила Юй Шихуан, — «я забыла вам кое-что отдать». «Не могли бы вы подождать немного?» Цзюнь-У кивнул, ответил «хорошо» и действительно повернулся к ней. Селянь выдохнул с облегчением. «Моя благодарность ее превосходительству». Принц твердо решил после всего зажечь в честь Юй Шихуан 18 палочек лучших благовоний. Воспользовавшись шансом, они вдвоем со скоростью ветра пересекли 4 улицы и успели добраться до дворца Синьлэ раньше Цзюнь-У. Входя во дворец, Хуачен легко взмахнул рукой, снимая оцепенение со стражников, и те растерялись лишь на мгновение, совершенно не заметив ничего необычного. Селянь вбежал во внутренние покои, но не успел даже выдохнуть спокойно, как вновь переменился в лице, охрана объявила о посетителе. Цзюнь-У так быстро оказался во дворце, видимо, повелительнице дождя не удалось задержать его надолго. Принц обменялся взглядом с Хуаченом, и тот понял его без слов, зашел за неспадающий с потолка полог и скрыл свое присутствие, сделавшись невидимым. Селянь же запрыгнул на кровать, улегся спиной к двери и притворился спящим. Только он успел натянуть на себя одеяло, как в комнату вошел Цзюнь-У, медленно подойдя к столу. Он постоял немного в тишине, затем произнес: «Синьлэ, ты лег отдохнуть?» Селянь не ответил. Цзюнь-У, похоже, сел за стол и что-то положил на него, затем налил себе чаю. Принц услышал его мягкий голос: «Синьлэ, я велел тебе послушно оставаться здесь ради твоего же блага. Во многом тебе нужно было лишь послушаться меня, и тебя ожидал бы более благоприятный исход событий». Селянь не двигался, так и лежа спиной к нему. В противном случае, стоило принцу вспомнить рассказ советника, и в его душе начиналась настоящая буря, и он не представлял, как смотреть в глаза по-прежнему спокойному Цзюнь-У. Но тут за спиной Селяня Цзюнь-У медленно протянул: «Но ты не только втайне выбежал погулять, но еще и привел кое-кого, спрятав в своей комнате. Вижу, ты действительно перестал меня слушаться».